Привет! С вами канал Не Бегай. Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Ровно 5 лет назад случилось одно из важнейших событий 2020 года– арест Сергея Тихановского. Тогда стало понятно, что Лукашенко не собирается просто так уходить, и что впереди нас ждут сложные времена. Короче, сначала женщины прыгали на нас сами, вы видели. Не отдайте, пускай ребят пока будет. А потом специально приходят два милиционера. Вон ОМОН уже, ребят, работает ОМОН. Сергей, вон ОМОН уже бежит. А что вы делаете? Вообще, смотри. Ребята, какая-то провокация, мы ничего не делали. Ничего не нарушаем. Ребят, ничего не нарушаем. Ребят, ничего не делаем. Что случилось? И вот спустя 5 лет многие из нас вынуждены эмиграции, многие после тюрьмы. С пониманием, что перемены в нашей родной Беларуси отложены на неопределенный срок. И руководят этими переменами случайные люди, для которых 2020 год стал хорошим стартом для личной, финансовой и социальной карьеры. Этот выпуск будет посвящен конференции белорусов и белорусок мира, который прошел в Варшаве 23-25 мая. Многие независимые СМИ и популярные блогеры уже высказались об этом событии. Мы же решили не делать сюжет по горячим следам, а постарались на холодную голову проанализировать увиденное и услышанное. Это будет, так сказать, свежий взгляд от белоруса, который впервые побывал на подобном мероприятии после отсидки в тюрьме и который выходил из этой самой тюрьмы с определенными надеждами и ожиданиями. Поехали! Про ожидания и надежды чуть позже. А пока что пройдемся по порядку по каждому из 3 дней конференции. Первый день был своего рода прелюдией перед основным, вторым днем. И получилась эта прелюдия, мягко говоря, не очень. Кадры с полупустым залом, я думаю, видели все. И это на самом деле грустно, учитывая, что регистрация на первый день даже не требовалась. Но тут надо сказать спасибо и организаторам. Знаю много людей, которые хотели попасть на эту конференцию и заполняли заявки, но приглашение так и не получили. Конечно, можно было бы предположить, что просто не хватило мест из 200 заявленных. Но реальность говорит о том, что свободных мест было более чем достаточно. Просто, видимо, кто-то не хотел, чтобы было много простых белорусов, которые могут начать задавать много неудобных вопросов. Хватило и тех, кому удалось попасть на мероприятие. На первом заседании, посвященном поиску частного финансирования культурных проектов, останавливаться не будем. Не потому, что культура не важна. Она очень важна, особенно когда мы находимся в вынужденной миграции, вдали от родины. Но на эту тему можно сказать только одно. Если белорусы хотят, чтобы наша культура не погибла, то мы должны сами в нее вкладываться и не надеяться на другие нации. Следующее заседание было поинтереснее, особенно если судить по заголовку. Это была презентация доклада об участии режима Лукашенко в войне против Украины. Учитывая, что представляли доклад ребята из Байпола, которые позиционируют себя самыми крутыми организациями белорусском комьюнити за границей, кое-какие ожидания были. Правда, уже после конференции мы увидели одно из таких расследований в отношении блогера Петрухина, но об этом позже. Еще ребята из Байпола заявили, что 90% санкций против режима– это их заслуга. Конечно, цифра выглядит притянутой за уши, как результаты Лукашенко на выборах 2020 года. Да и Павел Павлович Латушко наверняка не согласится с ней, потому что лавры главного инициатора санкций он присвоил себе. Уже во второй день конференции. Ну да ладно, не в этом суть. Пускай себе там меряются, чем хотят. Вернемся к докладу. Доклад разочаровал, от слова совсем. Честно, где-то глубоко в душе надеялся, что Байпол выдаст инсайдерскую информацию, про которую можно будет с уверенностью сказать, вот это реально крутая работа. А по факту мы получили общеизвестные факты и фотографии техники, которых полно в интернете, и за которые, вполне возможно, кто-то из белорусов уже получил реальные сроки, благодаря Гаюну и прочим слитым инициативам. А еще очень хорошо бросалось в глаза, весь доклад господина Жигаря и господина Купрейчика был посвящен неприкрытой рекламе и просьбам донатить на деятельность Байпола. И все это под соусом таинственности и информации, которую нельзя раскрывать. Посыл такой: мы кое-что знаем, но вам не скажем. А вы просто донатьте нам, чтобы мы и дальше что-то узнавали и никому не рассказывали. Рой дальше. Штирлиц ты наш.
После первых 2 секций в первый день оставаться на этом мероприятии просто расхотелось. Нужно было сохранить запал еще на 2 дня, а с такой тенденцией это было сделать сложно. Поэтому решил поберечь силы и уже с заниженным ожиданием приехать на конференцию на следующий день. Второй день выдался повеселее. Госпоже Тихановской втянула тяжелая артиллерия в виде господина Вечерки, Латушка, Брухана, Стрижака и прочих представителей белорусского политического бомонда в эмиграции. К тому же во второй день было значительно многолюднее, чем в первый. Но эта явка была обеспечена в основном за счет придворных сотрудников офиса, НАУ, представителей различных лояльных инициатив и так называемых независимых СМИ. Вначале было слово, и было это слово вступительной речью Тихановской. На этой речи останавливаться не будем. Те, кто на протяжении 5 лет слышит эти речи о единстве, солидарности и братстве, ничего нового для себя там не услышал. Поэтому сразу перейдем к конкретным секциям. Первой была секция о социально-гуманитарной солидарности. Посвящена она была тому, как белорусская диаспора поддерживает политзаключенных и семьи погибших белорусских добровольцев. В президиуме много знакомых лиц. Андрей Стрижак, глава фонда «Байсол», Юлия Юхно, представитель народных посольств, белорусский доброволец Александр Клочко, представитель ассоциации «Баб да воли» Олег Кулеша, конечно же, бывшая политзаключенная Антонина Коновалова. Модератором этой секции была представитель Объединенного переходного кабинета по социальной политике Ольга Зазулинская. Сначала каждому из заседающих в президиуме дали высказаться. Но самое интересное началось потом, когда стали задавать вопросы. Тем не менее, выскажу немного критики. Куда ж без нее? Во-первых, было грустно и неприятно слышать о том, что до сих пор не организована поддержка и реабилитация белорусских добровольцев и членов их семей. И это, учитывая, что уже идет 4-й год войны. Люди, которые в том числе борются за Беларусь, когда возвращаются в ту же Литву или Польшу, никому не нужны. Хотя, чего удивляться, нынешний состав лидеров Демсил – это не про поддержку и единство, это про гранты и личную стабильность. Надеюсь, что слова, сказанные представителями белорусских добровольцев Александром Клочко, будут услышаны. И не только так называемыми лидерами. Тут как раз-таки сомнений нет. Если за 3 года они услышали, то с чего вдруг они сейчас услышат? А вот простые белорусы просто обязаны поддержать ребят. Во-вторых, непонятен посыл от бывшей политзаключенной Антонины Коноваловой о том, что нужно написать письма политзаключенным. Всем, кто побывал, известно, с 2022 года пропускают письма только от близких родственников. Скорее, эти письма нужны тем, кто их пишет, чтобы хоть как-то поучаствовать в поддержке политзаключенных. Но мое личное мнение, эту энергию можно использовать более эффективно. Ну а теперь более интересная часть. Вопросы из зала. І перший вопрос був від Вольгера Петрухіна. Питання, на мой погляд, вельми слушне. Человек пытается, каже, что где прозрыстость, он по-русски написал, и отчетность. Когда нет прозрыстости и отчетности, у людей возникает недоверие к этим институтам. Многие так называемые независимые СМИ почему-то считают, что Петрухин задал вопрос про деньги. Но когда ты лично видишь и слышишь контекст вопроса, то становится очевидным. Вопрос был про отчетность и прозрачность. А еще про то, как представители помогающих инициатив присвоили себе достижение материальной помощи политзаключенным. Насамрэч, слово «прозрыстасць» і слова «адкрытасць», яно абсолютно заўсёды будзе выклікаць пытанне, нават калі просто там ты будешь рассказывать про то, что ты ешь на сніданак, ці якого колеру сюди там не ведаю майкі. Пытанне ж не ў празрыстасці і неадкрытасці, як тое, што задаецца як пытанне. Бо ёсць справаздачы, яны размяшчаюцца і на сайтах, і размяшчаюцца і ў дзяржаўных структурах. І просто трэба ўмець чытаць. Просто трэба заходзіць і чытаць. І ўсё гэта ёсць. Это першы момант. Другі момант. Усе нашыя структуры публічныя. Оказывается, на пытанне, хто ж дапамог Петрухіну збіжаць ці людзі. Я хочу сказаць, што дапамагла яму сістэма, выбудаваная людзьмі і мной асабіста. Калі б не было гэтай сістэмы, то збор бы сеў, сабраў бы 150 евро лепшым факту. І те 4000, якія з падатку Петрухін атрымаў, дзякуючы гэтай дапамозе, яны, канешне, яго зараз, можа быць, не надо задавальняць, бо гэта сума, можа, не такая вялікая, можа, недастатковая, але яна ёсць. І гэта той ресурс, які ёсць у нашага грамадства.
Ответ Андрея Стрижака на этот вопрос был довольно витиеватым и многословным. И увел он его немного в другую плоскость. Ведь никто не оспаривает, что через Байсол бывшие политзаключенные получают помощь. И ваш покорный слуга также получил ее в свое время. Вопрос же был про отчетность и прозрачность, а про нее лишь косвенное упоминание. А достаточно же всего лишь провести независимый аудит. Ведь не исключено, что во всех демократических и околодемократических структурах все в порядке с отчетностью. Но отсутствие прозрачности порождает недоверие. И степень этого недоверия растет с каждым днем. Дальше был вопрос представителю БАП «Доволи» Олега Кулеши от простой белорусски. И вопрос был, как говорится, не в бровь, а в глаз. Зараз хочу звернутися до Олега Кулеша. І хочу задати таке йому питання незвичайне. Скажіть, коли ласка, господар Олег, коли ви навчитесь розмовляти якраз таки зі своїми подопічними, з політв'язнями, ведаючи, який шлях вони проходять, які катування вони проходять у турмах, ви змієте їм виказувати на тим, що вони себе не так ведуть, ведаючи, що їм потрібна психологічна допомога. Ви їм замість того, щоб відказати на питання, де вони можуть отримати психологічну підтримку, де вони можуть отримати фінансову ніяку підтримку, ви їм кажете, іди працювати. Господар Олег, а коли ви будете працювати? І коли ви навчитесь розмовляти з політв'язнями? У меня, как мне кажется, вполне хорошие личные отношения с Олегом. Поэтому надеюсь, что он отнесется с пониманием к моим словам. Многие критикуют Олега за его способы ведения дел в ассоциации, за его снисходительную и высокомерную манеру общения с бывшими политзаключенными. Олег и сам бывший политзаключенный. Но надо понимать, что есть большая разница, когда ты провел в колонии меньше года и когда ты провел там 3 и более лет. Люди ждут поддержки и реального менторства, а не указания на то, что, мол, иди работай. Во-первых, в ожидании международной защиты особо и не поработаешь. Во-вторых, после тюрьмы требуется восстановление. Потому что по себе знаю, что даже за полгода ты не восстановишься полностью. Для вас важливо это позитивно, але я працюю. І я завжди кажу усім, хто до мене звертається, де можна допомагати. Я розумію, що важливо на когось моя особа буде агітна. Но вся справа в тим, що я не один, до речі, нашої асоціації, і може звернутися не тільки до мене. По поводу работы, честно не знаю, работает ли где-то Олег. Мы с ним работали на подработках. Но я знаю, что содержание семьи в условиях иммиграции, и тем более в Варшаве, требует достаточно неплохих денег, которые можно получить либо работая полный рабочий день, либо из каких-то других источников. Но мне таких источников ничего не известно. Халявщик ты, Ленька, а болтус. Ты забыл, чему нас отец с матерью учили? Честно работать. Я не халявщик, я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. Общий посыл от первой секции. Денег на поддержку становится меньше, благодаря Трампу. Поэтому белорусам нужно объединиться на фоне постоянно снижающегося доверия к демократическим институтам. Вот такой вот замкнутый круг. Дальше на конференции была работа в тематических группах. Всего их было 4. Лично я записался в группу объединения развития диаспоры и взаимная помощь. Мои друзья из числа бывших политзаключенных записались в другие группы. Поэтому представление о том, как шло обсуждение и какие вопросы поднимались в этих группах, я имею. Вы уже знаете, что самые горячие дебаты шли в группе «Поддержка политзаключенных, репрессированных и добровольцев». Но дебаты касались не поддержки, а якобы имевшего место конфликта между блогером Сергеем Петрухиным и главой фонда «Байсол» Андреем Стрижаком. Сябры, я прапаную весці стрым, таму што нас глядзяць людзі, 40 чалавек, ім гэта цікава і трэба паважаць. Мы адкрытае грамадства будуем і павінна быць усё празрыста. А чаму это вы меня просите покинуть? Группа? Вы не группа. По моему мнению, конфликт яйца выеденного не стоил. Поэтому не исключаю, что он был специально спровоцирован на фоне каких-то личных обид и неудобных вопросов, которые задавал Петрухин на этом мероприятии. Об этом говорит и тот факт, что после конференции в интернете начался хейт в сторону Петрухина. При этом в качестве причины указывается, что Петрухин якобы незаконно вел запись. Для тех, кто подключился к этому хейту, я напоминаю, что мероприятие изначально было заявлено как публичное, на котором будет вестись запись аудио и видео, а также фотосъемка.
Да и выглядит этот хейт в сторону Петрухина как заказ. Причем типа независимые СМИ выезжали паузу в один день и потом дружно набросились на блогера. На отдельных этих самых типа независимых СМИ мы еще остановимся чуть дальше. Потому что я лично увидел, как они умеют правильно работать по заказу. Когда заданные вопросы и полученные ответы были интерпретированы таким образом, что абсолютно исказилась суть. В том числе это касалось и моего вопроса. В рабочих группах поднимались действительно важные вопросы о поддержке политзаключенных, репрессированных и добровольцев, о помощи в адаптации и трудоустройстве, о проблемах с легализацией и документами, о поддержке социально незащищенных слоев белорусов. И в какой-то момент могло показаться, что это действительно полезно и важно. Вот так собраться, обсуждать и искать пути решения. Но люди, которые участвуют в таких мероприятиях не первый раз, говорят, что все это происходило одинаково на протяжении почти 5 лет. Каждый раз высокие слова о единстве и взаимопомощи. Каждый раз отсутствие внятных ответов и реакции на острые вопросы. Каждый раз восхваление так называемых лидеров со стороны ручных СМИ. И каждый раз отсутствие прозрачности и ответственности. Результаты работы групп затем вынесли на общее обсуждение. Точнее, их представили модераторы групп. Какие-то моменты были упущены, как, например, мое предложение о необходимости создания рабочих мест и помощи в трудоустройстве выезжающим белорусам, политзаключенным и репрессированным. И общий фон всех этих выступлений – нужны деньги. Потенциальных источников денег становится меньше. Американцы свернули свои программы помощи демократии. Доверие белорусов к демократическим институтам падает. Нуждающихся в помощи становится больше. И аппетиты наших демократических структур не уменьшаются. Пока что ситуация выглядит патовой. Финалом этой части конференции стал бенефис Франка Вечерки, который на доске записывал идеи, предлагаемые участниками конференции. Он даже потом озвучил, что поступило более 100 предложений и идей. Не знаю, откуда Вечерка насчитал столько. Видимо, ему доступны какие-то особые методички подсчета. Ну да ладно. Больше хотелось бы остановиться на том, как хорошо научился Вечерка обходить острые углы неприятных вопросов. Вроде и наговорил много, а по сути ничего. Но главную идею он озвучил. Несите ваши деньги Беларуси. Потому что западные партнеры уменьшают объемы финансирования. А жить и дальше на широкую ногу хочется. Возможно, он что-то другое хотел донести до публики. Но услышал я именно это. Уж не обессудьте. Ну и отдельный перл – это слова Вечерки о работе. О том, что им, нашим лидерам, приходится выполнять 2 работы. Первая – это их работа на благо Новой Беларуси. Вторая – это обычная работа, чтобы обеспечивать свою жизнь в эмиграции. Уж очень хочется посмотреть на эту вторую работу наших так называемых лидеров. Только есть ли она в реальности? После этого была секция, на которой наши зарубежные диаспоры представляли примеры позитивных объединений белорусов в эмиграции. Скажу честно, я не высидел до конца эту секцию, потому что понял, насколько наши диаспоры далеки от проблем белорусов, попавших под репрессии 2020 года. Особенно те диаспоры, которые работают в разных странах очень давно. Последней точкой, после которой я вышел перекурить, стало обсуждение праздника, который они придумали на одной из предыдущих конференций. Пока мы там сидели и гробили свое здоровье, они здесь праздник драника придумали. Ребята продолжают сидеть, их планомерно там убивают, а у нас в эмиграции праздник драника. То ли я что-то не понимаю, то ли вся эта солидарность только на словах осталась. Вернулся я в зал к самой интересной части 2-го дня конференции, к вопросам нашим так называемым лидерам. На сцену вышла вся наша типа элита. Светлана Тихановская, Павел Латушков, Франк Вечерка, Валерий Маскевич и Артем Брухан. Времени на секцию вопросы-ответы было выделено немного, всего 55 минут. Оно и неудивительно. Кто же захочет долго слушать не самые приятные вопросы, на которые еще и отвечать надо? Да, и забегая вперед скажем, что, оказывается, команде Светланы Тихановской нужно было спешить на концерт группы Нави Бэнд, который проходил в Варшаве. Поэтому даже выделенные на вопросы ответы 55 минут на практике были сокращены. Все заданные вопросы я не буду разбирать. Остановлюсь на 3 из них, которые задали бывшие политзаключенные, с которыми я лично сидел в тюрьме. У меня было 2 вопроса. Первый из них касался готовности всех членов офиса на ОКС пройти полиграф, особенно на фоне ситуации с Мельником. И второй вопрос о подключении к работе различных деминициатив бывших политзаключенных.
Добрый день, Сергей Кожин. Такой вопрос. Планирует ли КФ, МАО, штаб для того, чтобы просто-напросто сбить все то, что сейчас происходит в отношении Анжелики Мельниковой, пройти политику? И того, чтобы просто-напросто успокоить общественность, потому что все тут уже все не посмотрят, начинают уже крутить, уже это очень долго. Первый вопрос. И второй вопрос. Очень много политзаключенных начинает только выходить в свободу, кто-то приезжает сюда, планируется ли как-то их привлекать к непосредственной работе в карьере, в штабах и во всем остальном, не какими-то субботами, а может быть каким-то по их, скажем, социальным, профессиональным данным, которые не хотели, просто очень многие выходят, они хотели бы попасть в повестку, но, к сожалению, для них находится определенный. Спасибо. Контекст первого вопроса был понятен всем, но Светлана Тихановская сделала вид, что она его не поняла, и, немного занервничав, сместила акцент и фактически слила ответ. Я не совсем понимаю, как исчезновение Анжелики связано с прохождением полиграфа. То есть, как бы, вы развиваете у нас сидящих исчезновение Анжелики. Кто прошел полиграф в связи с исчезновением Анжелики? Я тогда пропущу этот вопрос. Не буду обманывать ребятишек. После конференции это подхватили типа независимые СМИ, которые преподнесли это так, будто я задал невразумительный вопрос, а на уточняющие вопросы Тихановской не захотел отвечать. Особенно в этом плане обидно за бывший Тутбай. Что произошло с вами после смерти Юрия Анатольевича Зиссера? Куда подевался ваш профессионализм и объективность? Надо только вовремя подолизывать Со вторым вопросом про подключение бывших политзаключенных к общественно-политическим процессам в эмиграции и вовсе смешно получилось. Первоочередная задача и наших структур политических, и правозащитных, чтобы человек после выхода из тюрьмы не реабилитировался физически и психологически, люди были в тяжелом состоянии. После того, как люди почувствовали, что они уже могут работать в той сфере, в которой они сами выбрали, не надо людей привлекать, затаскивать в работу такого света. Если у них есть желание, мотивация продолжать работу на практической сфере, они в НКО, виде и так далее, то всегда примут и с большой радостью будут работать. У них все такое желание есть. Но опять же, после того, как человек стабилизируется после тюрьмы. Отвечая на него, Тихановская сделала акцент на том, что бывшим политзаключенным нужна реабилитация после пережитого. И только после нее можно говорить о включении в какую-то работу. И это на фоне той же Антонины Коноваловой, которая очень реально включилась в работу различных структур и даже успела объявить о создании нового фонда. У нее просто реабилитация прошла быстрее. Или, может быть, Светлана Тихановская немного лукавит, и дело в лояльности? И те, кто выступает не в ногу с линии партии, никуда не пускают. Аналогичный финт, как и с моим вопросом, наши так называемые лидеры провернули с вопросом про ответственность господина Латушкова за ситуацию с Мельниковой. Это был вопрос от подписчиков YouTube-канала «Народный репортер», которые смотрели онлайн-трансляцию. Люди в интернете глядять нашу трансляцію і питання до спадара Павла Латушка. Спадар Латушка, вам совсем не стыдно после истории с Мельниковой? Чому ви дагэтуль не зайшли в отставку, а з'являєтесь аналізом? Латушка без тени сомнения заявил, что он не обязан за нее отвечать, хотя все знают, кто привел Мельникову в КС. И при этом обвинил блогера Петрухина в том, что он сам придумывает себе вопросы. За что мне повинуют 40? За то, что с нами воюет уголовное управление выведки Министерства обороны Республики Беларусь, за то, что супер нас дзейнічае КДБ, за то, что на этом тыдні атрымаў мэр 151 об тым, что принято решение об вашей физичной ликвидации, уже не за это 40. Ну, яны бы хотели это сделать. Вы ведаете, что есть больше, уже 2 криминальные справы по спробе моего забойства. С кем воюете вы, господа Сергей? Вот у меня питание. Слухайте, человек запытался в интернете.
Якобы так давили на режим, что 5 лет в Варшаве Машинского не замечали. Или это тоже по заданию из центра. Но это люди пытаются болтать. Причем тут я? Вот они смотрят трансляцию и пишут мне вопросы. Сергей, это ваше питання. Ви кожен раз на усіх ваших стримах, на YouTube-каналах це питання ставите мені. Тому самі собі написали це питання і зараз його читаєте ніби від когось. Не исключаю, что Пал Палыч просто оценивает людей по себе. Поэтому встречный вопрос. Так может и те самые 150 писем с угрозами, о которых он сказал, отвечая на вопрос, тоже он сам себе пишет, чтобы отвести внимание от других проблем? На волоске судьба твоя. Еще один вопрос касался тоже ответственности. На этот раз речь шла об ответственности за сливы данных белорусов, за которых люди получают реальные сроки, а не виртуальные сроки в белорусских тюрьмах. Ці плануються ці розслідування, чому виглядає факт, і коли розслідування плануються позови у суди Польщі, Литви, ці слідчі органи розслідують ці факти і ніхто по ньому ответственности. Так вот, в демтусовке не принято нести ответственность. А еще там принято до последнего защищать своих. Даже если из-за них десятки и сотни людей попадают в заложники режима. Видите, я бы сказала, что мы халатно относимся до питания безпеки. Мы повинні розуміти, яка велика машина КДБшна з нас працює. І ось за 5 років тут на пальцях одної руки можна перелічити, скільки відбулося ось таких ситуацій, у яких вельми дорогая ціна. А не это, ну, я думаю, что это не больше. Коли кожен день атакують сайти, кожен день атакують телеграм-канали. Ну, ось так відбулося. Я вже так само не маю більшості. Кому ми повинні притягнути до відказності? Тих, хто спробував хоч нечто зробити, я не решу, что это ответ. Я до сих пор очень надеюсь, что служители Светланы Тихановской в КС, в других демструктурах и помогающих организациях остались люди, которым не безразлична судьба Беларуси, судьба политзаключенных. И они правильно услышат посыл от бывших политзаключенных. Потому что для нас слова «Новая Беларусь» — это действительно цель, а не вывеска, под которой нужно просить деньги на имитацию деятельности. Ну и совсем немного о третьем дне конференции. Он проходил в Музее Вольной Беларуси. Я не поленился, пришел. Надеюсь увидеть много людей, которым действительно болит за наших политзаключенных. Потому что третий день – это была выставка, посвященная политзаключенным Беларуси. Что тут сказать? Видео с этой выставки говорит само за себя. Вот он, третий день конференции. Мы приехали в Музей Вольной Беларуси. Время 12 часов 20 минут. Вы можете посмотреть, сколько здесь людей. Вот мы гуляем по музею. Интересно, где же лидеры, лидерки? Или все, ребята, харе, отработали лаве? И это еще один пункт подтверждения того, насколько наши демсилы интересует тема политзаключенных. Она им интересна ровно в тот момент, когда под нее можно получить очередные гранты от европейских или американских структур. Про какую-то эмпатию и искренность тут даже не стоит говорить. И я в очередной раз очень хочу ошибаться в своем мнении. Надеюсь, я не утомил вас этим обзором конференции, и вы досмотрели его до конца. Поддержите наш канал подпиской. Это важно, чтобы мы имели возможность вести прямые стримы. Обязательно ставьте лайки, делайте репосты и пишите свои комментарии. Давайте открыто обсуждать проблемы и искать пути их решения. Мы приглашаем всех к конструктивному диалогу. Пишите сообщения нам на электронную почту. С вами был канал Не Беглый. Скоро увидимся.